Всем привет, вы на канале Диф, и сразу же хочу вас всех поздравить с Днем Святого Николая. Пусть чаще в вашей жизни случаются чудеса, и никогда не теряйте в них надежду. Ну и теперь приступим к ролику. Думаю, по названию вы все уже догадались, чем мы сегодня с вами займемся в этом ролике. Ну хорошо, все я загнул, но 99% из вас, наверное, догадались, что мы сегодня попробуем выбить какие-то топовые номера и вообще поговорим про номера. Так что для этого эксперимента я сразу же перехожу в автосалон и закупаю необходимое мне количество автомобилей. А еще всех вас хотел бы попросить, чтобы вы подписались на канал, если вы этого еще до сих пор не сделали. Давайте к Новому году добьем 4000 подписчиков. Также влупите этому ролику авансом лайк и напишите комментик. А теперь возвращаясь к теме ролика. Сегодня, как я уже и сказал, мы детально проговорим про номера. Для чего сейчас закупаю автомобили? Автомобили я закупаю для того, чтобы попробовать выбить какой-то интересный номер. Так как помимо того, что я буду рассказывать, я еще буду показывать. Для этого теперь переходим в ГАИ, и тут мы можем увидеть такие три ячейки. Первое — это поставить на учет. Здесь мы можем выбрать номера любой страны, которая нам доступна. Можем выбрать регион и поставить на учет, и нам выпадут рандомные номера. Есть вкладка «Купить номера», там где мы можем купить номер, который нам предлагается. И есть обмен номеров, это там, где мы можем переставлять номера с одной машины на другую. Но если про вкладку «Купить номер», тут все довольно как-то сейчас неоднозначно, так как по факту эта вкладка вроде бы есть, но там с номерами довольно туго, и, допустим, если вы хотите поставить номера российские, купить какие-то украинские, белорусские, то сейчас вы их там не найдете. Да, иногда бывают слеты, но это довольно редко, и этого нужно ждать. Зачастую там есть номера Польши, Германии, Японии, очень редко, но бывают бразильские, также в Франции есть номера. Ну вот, как пример, в Бразилии есть различные номера, но если честно, мне вот такие вот бразильские номера не очень заходят, и японские так же само, но есть ценители, реально люди, которым это нравится, они могут выбрать понравившийся им номер. Насчет Польши, да, тут тоже есть как бы номера, но видите, их очень мало, очень маленькое количество. В Германии номера чуть поинтереснее, тем, что тут есть хоть какой-то выбор, его, по крайней мере, больше, но почему-то они спросом все-таки не пользуются. Также многие из вас спрашивают, какие вообще бывают номера. Ну, во-первых, номера в каждой стране разные, где-то схожие, где-то не схожие. Вот, допустим, у Германии, Польши, Франции номера схожи, так как это Евросоюз. У них можно в левом углу везде увидеть вот флаг Евросоюза, и есть небольшие какие-то мелкие отличия. Между, допустим, русскими и белорусскими тоже есть отличия, между казахскими и русскими так же самое, между украинскими и польскими вот есть разница, можно посмотреть и уже тогда понять, какие номера вам больше по душе, и тогда уже смотреть, что вы хотите. Может, вы хотите подобрать, допустим, какое-то сочетание цифр, которое вам хочется. Возможно, вы хотите, чтобы у вас были номера, допустим, AR777T, какой-то там 99 регион, или 77. Ну вот, как пример, я сейчас хочу поставить на российский учет, выбрал регион 99, это город Москва, и мне вот падают вот такие вот номера. Это самое обычное сочетание. Я пооткрывал так пару раз, и удалось мне выбить лишь один такой более-менее нормальный номер. Да, нормальный номер, но повторюсь же, что для каждого нормальный номер расценивается по-разному. Так как для меня, допустим, сочетание А900SN 99 регион выглядит круто, но, возможно, кому-то хочется, чтобы было прям 3 девятки, или, возможно, 1, 2, 3, или вообще какая-то другая комбинация, или, возможно, сочетание других букв. То есть это все дело вкуса, и для каждого вот это вот понятие топовые номера, оно разное. Эти цифры, возможно, вы можете добавить, у вас получится какое-то особое число, которое будет понятно только вам, и никто вас за это судить не будет, но зачастую топовые номера считаются те, там, где одинаковые цифры. Как я и говорил, по типу 3 семерки, 3 тройки. Ну вот, допустим, давайте попробуем поставить машину тоже на российский учет, но уже на город Санкт-Петербург, 98-й регион получается, и падают вот такие вот скучные номера. Как бы, честно, тут я даже не знаю, какие сочетания могут быть.
ассоциаций у меня лично никаких нету, поэтому для меня это номер как бы не очень. Поэтому я беру, просто его переставляю на тот автомобиль, который я заранее купил. И вот то, что главное, вы должны сразу определиться с той страной, в которой вы хотите выбить номер, в том регионе. То есть вы не должны с одного региона скакать на другой. То есть пытались на Москву выбить, пошли на Санкт-Петербург, опять на Москву. Нет, вы должны сразу определиться, вот я хочу поставить на учет на российский, хочу на вот такой-то вот регион. Ну вот, как пример, не знаю, давайте полистаем, поищем, что тут интересное есть. Не знаю, такой регион и такой не знаю. Что-то Московская область неинтересно. Что это? Город Севастополь. Звучит, конечно, смешно, но давайте попробуем открыть. Поставить, точнее, на учет, а не открыть. И падает вот такой вот скучный номер. Ну, это как прикол, реально. Город Севастополь. Где в России есть такой город? Просто вот выпал какой-то номер, и я попытаюсь еще повыбивать номера вот с этого региона. И вот вы можете заметить аналогию, то, что падают номера одинаковые, то есть на одну цифру больше, значит есть какая-то последовательность, закономерность. Но вот есть такая чуйка, что комбинация с 3 шестерок мне не выпадет. Но можно попробовать постараться вот поставить на учет все мои тачки, и возможно мне повезет, и я выбью комбинацию с 3 шестерок, но такое довольно редко, зачастую надо мониторить рынок. Мне кажется, что эти номера просто уже забрали и слили все старые тачки, эти номера вернулись в базу, и 3 шестерок мы не увидим. Но попробовать стоит, по крайней мере, во-первых, регион какой-то веселый, но и номера соответствующие должны быть для него, 3 шестерки прям самое то. Так, ищем тачку, и походу у меня тачек уже нет, для этого надо еще вернуться и закупить еще каких-то тарантаек. Также хочу сказать, что вы покупаете эти тачки, которые вы будете сливать. Старайтесь подбирать те автомобили, которые стоят копейки, по типу в К-классе есть такие, в Б, А, С. Да, есть и автомобили, которые стоят копейки, и не жалко их будет слить. Ну и возвращаемся, и дальше продолжаем попытки поставить на учет автомобили. Для вас я все моменты в ролике специально заранее ускорил, потому что, в принципе, этот процесс бы был очень интересно наблюдать на стриме. Возможно, мы такое с вами устроим. Пока что нет такой возможности, пока вот в ролике получается вот только вам рассказать про номера. И вот я пытаюсь выбивать, у меня есть последовательность, и вот тот самый момент X. Перед этим мне выпали номера из 6, 6, 5, то есть из 3 комбинаций. Сейчас по логике должны выпасть 3 шестерки, но нет, мне падают номера А6, 6, 7, АЕ, 92 регион. Обидно, конечно, но это было ожидаемо. Зачастую, чтобы выбить подобную комбинацию, надо мониторить рынок раз в полчаса, смотреть, какие номера уже идут по счету, потому что игроки вот выбили и будут сливать эти тачки, эти номера вернутся в базу, и поэтому сразу вот так надеяться на то, что вы что-то выбьете, не стоит. Теперь, допустим, вы хотите поставить вот на украинский учет, и вот уже есть, да, Севастополь, такое у нас есть, и вот падают, как по мне, неплохие номера, ну, неплохое сочетание, мне нравится. Но это тоже дело вкуса, возможно, вам такие не зайдут, и вы можете пытаться выбить, допустим, комбинацию из 0 и там, допустим, 3 двойки. Но мне кажется, тут неинтересно, так как тут уже 4-значные цифры, тут будет тяжелее выбить ту комбинацию, которую вы хотите. В России с этим как-то попроще. На примере Беларуси мы можем тоже, вот у нас тут всего лишь 7 регионов, так можно сказать, и мы поставим, допустим, на 3-й, так Гомельский, и падает вот такая вот комбинация. Сам по себе номер, во-первых, выглядит по-другому, но тут тоже комбинация из 4 цифр, тут есть еще сочетание букв, и собрать то, что вы хотите, довольно тяжело. Потому я рекомендую ставить на учет там, где 3-значные цифры, собрать там проще какую-то красивую комбинацию, как по мне. Также вы видели, возможно, в игре у кого-то есть синие номера. Синие номера выдаются только модерации, администрации, а также некоторым VIP игрокам, но чтобы получить, надо писать лично модераторам, например, что я вот такой-то, такой-то, хочу получить себе вот такие-то номера с такой-то комбинацией, вписывать туда ID и ждать рассмотрения этой заявки. Не знаю, получалось ли такое у кого-то провернуть, не получалось, но я думаю, это вполне возможно, но, наверное, процесс слишком длительный и заморочливый.
Но все же, если вы хотите синие номера, вы можете попробовать. Возвращаясь к теме обычных номеров, про комбинации я рассказал, что это чисто вкус, и чтобы просто выбивать, накупите себе автомобили, определитесь с страной, с регионом и начинайте уже выбивать тогда поочередно, следите за рынком, раз в полчаса заходите, ставьте на учет, смотрите, продвигается ли вообще рынок, покупают ли номера, также вы можете очень долго идти к той цифре, которую вы хотите получить, так как, во-первых, это все в онлайне, возможно, этот регион не всем интересен и никто на учет не будет ставить тачку. Возможно, у вас есть желание получить вот такие вот желтые номера, вы можете поставить на учет на Великобританию, и у вас будут вот такие вот желтые номера, и там, кстати, можно и на рынке попробовать выбить эти номера, можно и купить их на рынке. Тут уже будет тяжело выбить комбинацию именно с буквами, потому что тут идет акцент на том, что первые 3 буквы это идет тот регион, потом цифра, и потом еще 2 буквы, которые вам выпадут. И это все рандом, и тут тоже тяжело. Если брать японские номера, то тут все поинтересней. Есть ценители таких номеров, и в игре их очень полно. Мне лично такой формат номеров не нравится. Что-то похожее на Америку, да, там тоже квадратные вот такие вот номера, но они там более эффектные, более красивые. А вот японский, если честно, мне не по душе, но возможно кому-то из вас нравится. Вообще, напишите в комментах, у кого есть какие номера и вообще, есть ли у вас какие-то блатные номера. Если мы говорим про Португалию, то тут вообще нету региона, вы просто нажимаете поставить на учет, и тут вам уже падает рандомная комбинация. Номера выглядят как в Европейском Союзе, только вот видоизменены чуть-чуть, но и про это я уже говорил. Что еще хотел бы сказать про номера? Давайте я уже более подробно расскажу тогда вам про сам процесс, как лично я пытаюсь выбить какой-то топовый номер. Но первое, как я и говорил, вы должны определиться с тем, на какую страну, на какой учет какой страны вы хотите поставить тачку. После чего вы должны точно определиться с регионом, посмотреть вообще, как выглядят эти номера, потому что, возможно, будет указан регион, а возможно, будет какие-то буквы или символы. То есть, вот определились, выбрали регион, и теперь поставили один раз на учет автомобиль. Через полчаса зашли еще раз, посмотрели, покупают ли вообще эти номера, падают ли какие-то новые, или наоборот, какие-то старые сливают, и новые пока что никто не берет. И так вот провернули раз 10. Ближе к вечеру зачастую состоится слет номеров. И вы можете попробовать купить какой-то номер с определенной стороны. Да, возможно, не на том регионе, на котором вы хотите, но там будет топовая комбинация. Если нет, то вечером зачастую еще тоже активно искупают номера. Тогда вы можете каждые 15 минут заходить и смотреть, продвигается ли ваш номер. Ну вот на примере казахских номеров. Сначала первый раз я купил, мне выпало вот такое вот сочетание, там где было 288. Через полчаса я купил, было 310, потом еще через полчаса 320, потом через полчаса я хочу уже активно начать пробовать выбить, и там уже падает какой-то 273. И значит, что тот номер, возможно, что вы хотели, уже выкинули и слились все старые номера, то есть уже нету смысла, надо еще ждать. И вот когда вы нашли вот тот момент, когда вы видите, что да, берут, никто ничего не сливает, надо активно включиться и начинать ставить автомобили на учет, бегом обменивать номера и повторять эту комбинацию, пока не дойдете до того номера, который вам нужен. Это все происходит в онлайн, так что любой из игроков может перебить вас, быстрее купить этот номер или поставить же на учет быстрее вас, и вы можете легко потерять ту комбинацию, которую вы хотели. Если вы хотите, чтобы замедлился процесс и видите, что многие начали скупать, и сейчас вы можете просто не успеть, начинайте просто сливать свои тачки с этими номерами этого региона, и тогда те игроки, которые хотели купить и выбить тот же самый номер, они получат ваш. И вместо этого вы можете успеть бегом подсуетиться и выбить то, что вы хотели, так как они будут забирать те, что вы только что слили. Надеюсь, более-менее вы поняли, о чем я говорю, потому что реально довольно тяжело рассказывать, тем более это ролик, тут есть какой-то хронометраж, это не стрим, где мы можем 2 часа говорить. Но вот лично я делаю плюс-минус как-то так. Вот когда вы начинаете уже сливать тачки, те номера возвращаются в базу, и тогда уже, если не будет спрос на этот регион, то вы будете повторно тратить деньги на автомобили, и опять же будете получать эти номера, так что так не делайте.
вы должны уже остаточно понять, либо вы сдаетесь, либо вы продолжаете бороться за какую-то комбинацию. Ну вот, лично я так делаю. Вроде бы рассказал про то, что как я это делаю, пока из интересных номеров я никаких не выбил. Ну вот, неплохое сочетание А900СН 99 регион. Да, сочетание мне лично нравится. Мне всегда нравится, когда есть 0 в номере и есть какое-то число. Вот А220 у меня был когда-то номер, я давным-давно ставил. Вот ВТ108, это номер мне не нравится. Потому что было бы прикольно, если было ВТ1010АВ. Вот такое сочетание тоже, как по мне, неплохое. Номер вот А650АЕ 92 регион. Вот сочетание А650АЕ прикольно, но вот регион тут вообще не в тему. И как по мне, это не топовый номер, но все же как бы неплохой. В принципе, про номера мне-то больше нечего вам сказать. Да, возможно, у вас возникает вопрос, а вот я выбил номер такой-то и хочу его передать другу, как это сделать? Зачастую вы просто сливаете автомобиль, на котором стоит номера, и ваш друг должен быстро нажать кнопку «Поставить на учет» того региона, той страны, и тогда, возможно, ему выпадут ваши номера. Ну, по крайней мере, я так всегда делал, возможно, есть какие-то другие способы, если вы их знаете, пишите в комментах, я думаю, всем будет интересно почитать, не только мне. Ну и, наверное, пора подвести какой-то итог. Да, мне вот самое интересное и самое такое, что мне нравится в моих роликах, в итоге я зачастую рассказываю за минуту то, что в ролике пытаюсь рассказать минут 10. И вот сейчас я попробую повторить такой трюк. Как итог, я сегодня вам показал, какие номера вообще бывают, рассказал, как получить синие номера. В целом, я рассказывал об этом всем как-то отдаленно, сильно в подробности не вдавался. Попробовали мы с вами повыбивать какие-то топовые комбинации. Как по мне, комбинация топовая считается у каждого человека своя, так как, возможно, для кого-то из вас это какое-то сочетание цифр обозначает что-то особенное, кому-то нравится, когда все цифры одинаковые, и, короче, это просто вкусовщина. Для каждого топ-номер свой, я, в принципе, пытался донести то, как вообще происходит сам процесс, как их выбить. Как их выбить? Вы берете, покупаете определенное количество автомобилей, находите ту страну, на которую хотите поставить тачку на учет, ищите определенный регион и начинаете активно отслеживать, мониторить рынок, как продвигаются номера, как быстро дойдет до вашей комбинации. Начинаете активно бороться, если у вас получается, то вы продолжаете бороться, если нет, то вы сливаете все тачки и, разумеется, все номера возвращаются в базу. После чего можно попробовать сделать хитрый ход и попробовать выбить еще раз свою комбинацию, но это не у всех получается. Все будет зависеть от вашего везения, от того, не потеряет ли спрос среди игроков данный регион. Ну и в целом, как бы все. Про все, что хотел, я в этом ролике вам рассказал. Надеюсь, этот ролик вам понравился, вы его уже оценили лайком. Если нет, ну влупите лайк, вам не тяжело. Также, кто не подписан, подпишитесь. Хотелось бы до Нового года добить 4000 подписчиков. Я думаю, все в наших руках и у нас все получится. Также пишите комментарии, возможно, вы что-то знаете еще про номера, возможно, о чем-то я не сказал в ролике, возможно, где-то оговорился. Я думаю, многим будет интересно почитать. Ну и всем спасибо за просмотр, вы были на канале Дифи, всем пока-пока.